Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы будем делать очень интересные и довольно простые аппликации из небольших обрезков. Причем такие аппликации можно делать абсолютно на любой швейной машинке, даже на механической, например, подольской. Идея очень простая и незатратная. Когда хочется шить, но нет много времени, стоящей идеи или подходящих тканей, я беру небольшой лоскуток и делаю на нем простенькую, но симпатичную аппликацию. Причем без далеко идущих планов. Просто так. Через некоторое время смотрю на эти картинки и нахожу им применение. Из 2-3 таких аппликаций можно сделать лоскутный блок, на базе которого шьется сумка, декоративная подушка или на худой конец прихватки на подарок. Вначале берем гладильную доску и проутюживаем разные лоскутки, которые теоретически могут пригодиться нам в аппликации. Проглаженные обрезки ткани раскладываем на гладильной доске. Так будет проще подбирать лоскутки. Для основы берем кусочек плотной ткани. У нас, например, накопилось довольно много обрезков джинсовой ткани. Их и будем использовать. Выбранный лоскуток немного подровняем, чтобы было проще разместить картинку или композицию по центру на равном удалении от краев. Подобрали основу, рисуем карандашом на листочке в клеточку эскиз. Нарисовали несколько домиков разного размера. Замысел, конечно, может измениться в процессе воплощения. Скорее всего, так и будет. Но основную мысль мы уже выложили на бумаге, от нее и будем, как говорится, плясать. Нарисовали эскиз, берем лоскутки подходящего цвета и прикладываем их к основе. Прикладываем, отмеряем и отмечаем кусочек, который планируем вырезать. Рисуем на лоскутке мелком или терморучкой. Следы рисунка исчезнут, когда мы будем проутюживать аппликацию горячим утюгом. Рисуем на лоскутке и сопоставляем элементы с эскизом. Вроде бы все соответствует. Вырезаем лоскутки ножницами или кольцевым ножом на коврике. Разницы, чем резать, практически нет. Но резать небольшие джинсовые лоскутки мне, например, удобнее ножом, так как джинса сильно сыплется и махрится. Вырезали, прикладываем и примеряем. Выкладывая аппликацию, сразу планируем. Примерно 6 мм от края лоскутка у нас уйдет в припуск на швы. Определяемся с цветом и размером крыши домика. Крыша должна подходить по цвету. К тому же в крыше планируется окошко. Примеряем лоскутки, отмечаем, вырезаем, смотрим. Попробуем другой вариант. Нужно сразу представлять, какого цвета будут окошки. И как это будет смотреться, если в блоке, например, будет несколько аппликаций. Ну вот, смотрим, что получается. Наверное, эта основа для домика будет все-таки маловато. Королевства маловато. Разгуляться негде. Возьмем лоскуток побольше. Да, действительно, первый вариант маленький, особенно с учетом припуска на швы. Подобрали основу, берем клеевой карандаш и приклеиваем лоскутки к основе. Мы используем цветной карандаш. Его лучше видно, когда наносишь на ткань. Он хорошо держит даже небольшие лоскутки и не оставляет следов после стирки. Но это на цветной ткани. На белой не пробовали, не знаем. Кому интересно, ссылку на карандаш оставлю в описании под видео. Приклеили основные элементы домика. Прихватываем их к основе на швейной машинке. Пришивать будем прямой строчкой, лапкой с открытым мысом. Это, пожалуй, самая удобная лапка для текстильной аппликации прямой строчкой. Видны любые движения материала, ниток
и иголки. Копеечные лапки есть на AliExpress. Если кому-то интересно, ссылку тоже найдете под видео. Пришиваем лоскутки строчкой с небольшим шагом. Дело в том, что прямая строчка намного удобнее свободно-ходовой. Ей шить немного дольше, но аккуратнее, и справятся даже новички. В то время как свободно-ходовой стежкой виртуозно владеют немногие, и даже у мастеров не всегда гармонично смотрятся работы с небольшими лоскутками. Подобрав нитки, близкие по цвету, на первом этапе мы просто прихватываем лоскутки к основе. Если идеально подобрать нитки в цвет ткани, то можно не особенно точно соблюдать геометрию пришиваемых лоскутков, но придется часто менять нитки. Я стараюсь прокладывать строчку примерно в 2 мм от края и стараюсь соблюдать углы, поэтому в работе использую всего 3-4 цвета ниток. Прихватили крупные лоскутки к основе. Теперь будем подбирать и примерять лоскутки для окон. Тут у нас снова необыкновенный простор для творчества. Цвет, структура, рисунок ткани и даже отдельные элементы цветного принта могут иметь большое значение. Подобрали лоскуток, делаем отметку терморучкой и отрезаем кусочек от ткани. Определились с лоскутком. Приклеиваем его к аппликации клеевым карандашом. Одно окошко приклеили, хорошо. Делаем и приклеиваем по той же нехитрой технологии еще 3 окна, 1 дверь и трубу. Только дверь мы будем делать из небольшого джинсового лоскутка. В таком случае будет видна структура ткани, и дверь будет выделяться на фоне окон. Приклеили окна, дверь и трубу. Теперь пришьем их к аппликации. Рисуем на окошке раму, а потом по этой раме прокладываем строчку контрастными нитками. Шить начинаем с середины. Прокладываем строчку вперед-назад. Прошиваем одно и то же место 3-4 раза. Таким образом, оконную раму будет лучше видно. Непрерывной строчкой проходим по краям окна и все элементы рамы. Это только на первый взгляд кажется все долго и сложно. На самом деле аппликация на швейной машинке чрезвычайно увлекательное занятие. Все окна прошиваются по одной технологии. Главное, увлекшись, не забыть вовремя прорисовать в окнах перемычки, фрамуги, форточки. Иначе нарушается пропорция окна. А когда окна не слишком большие, под лапкой не сразу и заметишь. Прошили 3 окна и дверь. Вот что получается. Обрежем лишние нитки и продолжим работу дальше. Окошко с полукруглым верхом прошивается точно так же, прямой строчкой. Просто тут шьем немного помедленнее. И строчку очень хорошо видно благодаря лапке с открытым мысом. Это позволяет хорошо контролировать строчку. Пришили окна, прихватываем маленький лоскуток трубы. Поскольку лоскуток небольшой, можно пришить его к основе по принципу штопки. Тем более, что нитки близкого по цвету тона. Пришили окна, дверь и трубу. Теперь рисуем на ткани контуры всяких прочих небольших элементов, которые мы будем прошивать контрастными нитками. Кстати говоря, если в вашей машинке есть дополнительные разные строчки, зигзаг, елка, полумесяц и так далее, самое время их применить. Тем более, что использовать такие вещи обычно удается нечасто. Ну, а если нет, тоже не беда. Рисуем прямой строчкой по принципу штопки. Дорисовали строчкой трубу. Вышили антенну, сделали вывеску. Размечаем мелком небольшой балкончик, а потом прошьем его светлыми нитками. В том, чтобы прошить балкон, нет ничего сложного. Просто для того, чтобы строчка была более-менее симметричной, нужно каждый раз разворачивать лоскуток строчкой к себе.
Прошили балкон. Пройдемся по контуру аппликации, чтобы зафиксировать края лоскутков, которые прошили одной строчкой. Делается это для того, чтобы изделие с аппликацией можно было постирать. Но если вы делаете аппликацию для изделия, стирка которого не предусмотрена, например, для текстильной открытки, то прошивать капитально совсем не обязательно. Мы прошили картинку по кругу. Подрезаем торчащие нитки. Наша аппликация готова. Вот такой забавный домик получился. Когда у меня есть минутка, беру лоскуток и делаю аппликацию. А потом из этих клочков собираю небольшой блок, на основе которого что-нибудь шью. А аппликации на самом деле очень простые, что прямой, что свободно ходовой. Принцип тот же. Если есть клочок ткани и немного времени, значит будет аппликация. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Будем рады вашим откликам. Шейте с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания.